Никто не готов уступать. Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия. Иран ответил взаимностью. Президент США пообещал стереть Иран с лица земли, если он не пойдет на условия Америки. Уиткоф и Кушнер летят на переговоры в Исламабад. Венса Трамп не отпустил. У кого раньше закончится оружие? Нью-Йорк Таймс подсчитала арсеналы Ирана и США. Папа в Анголе вновь призывает к миру. Северная Корея опять испытала баллистическую ракету. В Китае роботы пробежали полумарафон наравне с людьми. И только лондонцы беззаботно катаются на антикварных велосипедах по центру города. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Судоходство через Ормузский пролив фактически остановлено. По данным трекинга, два газовоза, Меда и Джи Саммер, шли на выход из Персидского залива, но резко развернулись у иранского острова Ларак. По данным морского мониторинга, большинство танкеров срочно покинули район, сместившись вглубь Персидского залива или в сторону Оманского залива в поисках безопасности. Инциденты произошли в субботу. Иранские катера открыли огонь по одному танкеру. Еще одно судно получило удар неизвестным снарядом. Ситуация быстро перешла в дипломатическую плоскость. Индия заявила, что в происшествиях участвовали два ее судна и вызвала иранского посла для разъяснений. На этом фоне корпус стражей Исламской революции фактически ужесточил правила. Любые попытки приблизиться к проливу могут трактоваться как сотрудничество с противником, а суда – как законные цели. Решение Тегерана – ответ на позицию Дональда Трампа. Вашингтон не собирается снимать морскую блокаду иранских портов. В результате ключевая нефтяная артерия мира снова фактически парализована. Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что представители США направляются в Исламабад, столицу Пакистана, для переговоров с Ираном, при этом обвинив Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня в Ормузском проливе. Иран решил открыть огонь вчера в Ормузском проливе. Полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня. Многие из них были направлены на французское судно и грузовое судно из Великобритании. Нехорошо, правда? Мои представители направляются в Исламабад, Пакистан. Они будут там завтра вечером для переговоров. Иран недавно объявил, что они закрывают пролив, что странно, потому что наша блокада уже закрыла его. Они помогают нам, не зная об этом, и именно они проигрывают из-за закрытого прохода $500 миллионов в день. Соединенные Штаты ничего не теряют. Более того, многие суда сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загружаться, благодаря КСИР, которые всегда хотят быть крутыми парнями. Мы предлагаем очень честную и разумную сделку, и я надеюсь, они ее примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Хватит играть в хорошего парня. Они быстро падут, они падут легко, и если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что необходимо сделать, что следовало сделать с Ираном другими президентами на протяжении последних 47 лет. Пришло время положить конец иранской машине убийств. Президент Дональд Джей Трамп. Утром в воскресенье Дональд Трамп дал несколько телефонных интервью американским СМИ. В интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту Трамп заявил, что Иран взлетит на воздух, если не подпишет соглашение с Соединенными Штатами. Я только что говорил с президентом Дональдом Трампом около 20 минут, и он сказал мне, что если Иран не подпишет это соглашение, вся страна будет разбомблена. Он добавил, что мосты и электростанции станут целями, если Иран не подпишет это соглашение. Президент сообщил мне, что специальные посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткоф направляются в Исламабад, Пакистан, на встречу во вторник, возможно, с продолжением в среду, чтобы попытаться довести это соглашение до финальной стадии. Президент сообщил телеканалу Fox News, что это очень простая сделка, но это последний шанс для иранцев. Президент был предельно ясен в нашем разговоре, что он не собирается повторять ту же ошибку, которую допустил президент Барак Обама, передав наличные средства иранцам и позволив им продолжать ядерную программу. Соглашение, лежащее на столе, предусматривает открытие Ормузского пролива, чтобы гарантировать, что у иранцев не будет этого высокообогащенного урана, который находится глубоко под землей после операции Midnight Hammer прошлым летом. И снова президент сообщил Fox News, что вся страна будет разбомблена, мосты и электростанции станут целями, если иранцы не подпишут это соглашение. Переговоры между США и Ираном продвигаются, но до соглашения по-прежнему далеко. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, стороны добились лишь ограниченного прогресса, а ключевые разногласия остаются нерешенными. Тегеран настаивает, возможная сделка должна строиться поэтапно, с взаимными шагами. При этом главный сигнал в адрес Вашингтона. Соединенные Штаты, как считают в Иране, должны отказаться от давления и доказать, что способны заслужить доверие.
Наша политика — это также поэтапные действия. Обязательство за обязательство. Они делают один шаг, мы делаем один шаг. Не должно быть так, что мы выполняем свои обязательства, а они нет. Мы пытались продвигаться вперед, учитывая прошлый опыт, несмотря на сохраняющуюся атмосферу недоверия. Вопрос, связанный с Хезболлой, а также вопрос так называемых замороженных денег, обязательно должны быть в повестке обсуждения до того, как мы войдем в переговоры. Если мы должны войти в переговоры, а эти вопросы не решены, мы не войдем в 10-пунктную рамку. Сначала они должны быть решены, прежде чем мы перейдем к следующему этапу. Сейчас существует несколько вопросов, по которым есть разногласия во мнениях. У них есть определенные взгляды в ядерной сфере и определенные взгляды по вопросам, связанным с проливом и подобными темами, тогда как мы, в любом случае, остаемся твердыми в своих позициях. Конечно, переговоры, без всякого сомнения, в конечном счете направлены на то, чтобы две стороны достигли понимания. Однако для нас фундаментальным моментом было то, о чем мы говорили ранее. Несмотря на это отсутствие доверия, мы действовали добросовестно. Наша цель — достижение прочного мира. Прочного мира с гарантиями того, что ситуация не повторится. Потому что режим и Соединенные Штаты, особенно режим за последние 80 лет, проходили циклы войны, перемирия, мира и снова войны. Даже в течение 14 месяцев это повторялось. Этот порочный круг должен быть разорван. Первый необходимый пункт — этот мир должен быть устойчивым и должен включать гарантии, что он не будет нарушен ни сионистским режимом, ни Соединенными Штатами. То, что американцы должны понять, Соединенные Штаты должны решить завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который они должны сделать. Если они действительно намерены действовать добросовестно, они должны отказаться от своего подхода к переговорам, основанного на предвзятости и попытках навязать нам что-либо. Они уже убедились, что такой подход не работает. Враг, безусловно, находится в режиме наблюдения. Враг, безусловно, стремится нанести ущерб и реализовать свои враждебные намерения. И не следует испытывать по этому поводу иллюзий. Каждый день из его рукава появляется новый коварный план. Это необходимо учитывать. В любом случае, там было установлено прекращение огня, но оно было неполным. Как я уже ясно объяснял, это означает, если вы не выполняете прекращение огня, тогда мы вообще не соблюдаем прекращение огня, начинаем войну и прекращаем переговоры. Оба действия вместе. Мы остановим переговоры и начнем войну. Они соблюдали прекращение огня лишь частично, наполовину. Это также связано с их обманом. Однако мы стояли твердо, и в итоге они приняли это. В этом контексте мы закрыли Ормузский пролив. Мы прямо заявили им: мы закроем Ормузский пролив и будем вести войну. Мы использовали все наши инструменты. Таким образом, мы смогли навязать свою волю и свои требования. Галибаф также заявил, что Тегеран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом, несмотря на действия США. Если здесь есть пролив, и мы здесь есть, как можно всем, кто хочет через него пройти, позволять всем проходить, кроме нас? Разве это вообще возможно? Это тоже ошибка. Причем ошибка на ошибке. Естественно, я сказал, что если они не снимут осаду, движение в проливе, безусловно, будет ограничено. Ограничения будут введены. Если движение в проливе сегодня все еще осуществляется и продолжается, значит, мы контролируем пролив. Сейчас уже 2 или 3 дня они, США, намеренно установили осаду. Что значит осада? Это значит, что все приходят и уходят, а Иран — нет. Какое глупое и невежественное решение. Наш дорогой народ, пролив находится под контролем Исламской Республики. Помните, они хотели отправить тральщики, чтобы очистить мины? Так вот, мы твердо противостояли им и вступили с ними в противостояние. Мы расценили это как нарушение прекращения огня и сказали, что если вы предпримете этот шаг, мы нанесем удар. Мы даже дошли до стадии столкновения, и они отступили. Я сказал американской делегации там, в Пакистане, я сказал:
Мы у красной черты, если вы продвинетесь еще дальше, мы обязательно нанесем удар. Они лишь попросили 15 минут. Они сказали: господин Галибаф, дайте нам 15 минут. Мы отдадим им приказ развернуться, и они отдали приказ на отступление. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран намерен отстаивать свои права, в том числе в ядерной сфере. По его словам, США пытаются лишить Иран этих прав через давление и навязывание решений. Мы не были инициаторами войны. Мы нигде не атаковали. И сейчас мы также не намерены атаковать кого-либо. Мы добиваемся своих прав. Они пытаются посредством давления лишить прав нацию, общества. Они говорят, что приняли решение, что вы не должны пользоваться этим правом. Почему? За какое преступление? Кто вы такие, чтобы решать? И Иран, и Соединенные Штаты имеют волю продолжать переговоры о прекращении войны. Однако остается ряд разногласий, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на дипломатической конференции в Анталье. Переговоры между США и Ираном достигли критического этапа. Это общеизвестно. Хорошо то, что обе стороны продолжают переговоры с серьезными намерениями и искренностью. У них есть воля продолжать. Не только стороны, вовлеченные в процесс, но и весь мир, откровенно говоря, испытывает облегчение в связи с текущим прекращением огня. Конечно, его продолжение важно для всех. Двухнедельное прекращение огня — это хорошо, но вопрос, который перед ними стоит, настолько комплексный, что невозможно будет решить все эти проблемы за 2 недели. Поэтому потребуется новое продление. Надеюсь, это продление будет достигнуто. Я в этом оптимистичен. Но некоторые вопросы необходимо прояснить. Мы видим, что переговоры в значительной степени уже завершены, надеюсь. Но все еще остаются разногласия по одному или двум очень критическим вопросам. В Исламабаде усиливаются меры безопасности на фоне ожиданий второго раунда переговоров между США и Ираном. В районе так называемой «красной зоны» правительственных кварталов, возле отеля «Сирена», где ранее проходили первые контакты 11 апреля, вновь установлены ограждения из колючей проволоки и работают усиленные полицейские патрули. Гостиница временно прекратила прием бронирований, а постояльцам предложено покинуть номера. Аналогичная ситуация и в отеле «Мариот», где размещались делегации во время предыдущего раунда. Официального подтверждения нового этапа переговоров пока нет ни от Вашингтона, ни от Тегерана. Напряжение усиливается еще и потому, что двухнедельное перемирие между сторонами должно завершиться 22 апреля, и именно от итогов дипломатии зависит, будет ли оно продлено или конфликт перейдет в новую фазу. Война с Ираном показала неожиданное. Тегеран оказался куда более технологичным и адаптивным противником, чем предполагали в Вашингтоне, пишет сегодня The New York Times в материале «Как дешевые иранские дроны дорого обходятся США». И главный фактор – не ракеты и не авиация, а дешевые беспилотники. Иран массово использует дроны стоимостью около от 30 до 40 тысяч долларов. Против них США часто вынуждены применять перехватчики, цена которых в разы, а иногда и в десятки раз выше. Возникает классический дисбаланс. Дешевое оружие истощает дорогую оборону. За первые недели конфликта Соединенные Штаты потратили десятки миллиардов долларов. Значительная часть этих расходов ушла именно на перехват беспилотников. При этом, по оценкам аналитиков, запасы ракет-перехватчиков начали быстро сокращаться. Система противодействия выглядит многоуровневой, но не идеальной. В лучшем случае дрон перехватывают еще на подлете, с помощью истребителей и высокоточного оружия. Но это возможно не всегда. Конфликт охватывает огромную территорию, а сами дроны летают низко и трудно обнаружимы. Наземные системы, от комплексов типа Patriot до корабельных радаров, тоже используются, но они изначально создавались для борьбы с самолетами и ракетами, а не с массовыми атаками дешевых целей. В результате на уничтожение одного беспилотника иногда уходит несколько дорогих ракет. Есть и более дешевые решения, вроде системы «Койот» или скорострельных установок ближнего радиуса. Но их недостаточно, и они работают уже на последней линии обороны. Параллельно США пытаются перейти к новым технологиям. Например, дронам-перехватчикам с элементами искусственного интеллекта и лазерным системам. Но большинство этих решений пока либо ограничено в применении, либо вообще не развернуто в боевых условиях. Ключевой вывод – характер войны изменился. Массовые дешевые беспилотники ломают экономику современной противовоздушной обороны. И главный риск сейчас – даже не стоимость войны, а истощение арсеналов. Как признают американские эксперты, вопрос уже не в том, могут ли США позволить себе такие расходы, а в том, хватит ли у них ракет, если конфликт затянется. Папа Римский Лев, XIV, во время визита в Анголу выступил с резким призывом остановить эскалацию войны в Украине, заявив о необходимости смолкнуть оружию и вернуться к диалогу.
Я глубоко сожалею о недавней эскалации атак против Украины, которые продолжают затрагивать и гражданское население. Я выражаю свою близость к тем, кто страдает, и заверяю, что мои молитвы за весь украинский народ. Я вновь повторяю и настоятельно призываю к тому, чтобы оружие замолчало и чтобы был избран путь диалога. Объявленное прекращение огня в Ливане дает повод для надежды, принося сигнал облегчения ливанскому народу и всему Ливанту. Я призываю тех, кто работает над дипломатическим решением, продолжать мирные переговоры, чтобы окончание боевых действий на всем Ближнем Востоке стало постоянным. Выступая на месте под открытым небом в пригороде Луанды, на которую собрались около 100 тысяч человек, понтифик также приветствовал перемирие между Израилем и Ливаном, назвав его поводом для надежды. Папа Лев обратился к ангольцам с призывом преодолеть внутренние разделения после десятилетий гражданской войны, назвав страну красивой, но раненой. Он подчеркнул необходимость строить общество без ненависти и насилия на фоне сохраняющихся проблем бедности и социального неравенства. Братья и сестры, в этой первой сцене Евангелия я вижу отражение истории Анголы, этой прекрасной, но раненой страны, которая жаждет и алчит надежды, мира и братства. Действительно, по дороге разговор двух учеников, которые с унынием вспоминают то, что произошло с их учителем, напоминает о боли, которая отметила вашу страну, долгую гражданскую войну с ее следом вражды и разделений, растратой ресурсов и бедностью. И как Евхаристия напоминает нам, что мы — одно тело и один дух, соединенные с одним Господом, так и мы можем и хотим построить страну, в которой старые разделения будут навсегда преодолены, где исчезнут ненависть и насилие, где рана коррупции будет исцелена новой культурой справедливости и взаимного разделения. Только так станет возможным будущее надежды, особенно для многих молодых людей, которые ее утратили. Папа, первый понтифик из Соединенных Штатов, продолжает тур по Африке, где ранее критиковал эксплуатацию ресурсов и действия авторитарных режимов, что уже вызвало напряженную реакцию в Вашингтоне. Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону восточного побережья. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск стал первым с 8 апреля и продолжает серию испытаний этого года. Сеул пока официально не комментирует детали запуска. Ситуация вписывается в более широкий контекст. В последние годы Пхеньян ускорил развитие ракетной программы. От межконтинентальных систем Хвасонг-17 и Хвасонг-18 до новых твердотопливных двигателей и гиперзвуковых разработок. Отдельное направление — морские носители и подводные системы, включая тесты беспилотных аппаратов и субмарин с возможностью применения ядерного оружия. Эксперты отмечают, что серия запусков отражает курс КНДР на повышение мобильности и сокращение времени подготовки к удару, что снижает возможности раннего реагирования со стороны США и союзников в регионе. В Болгарии проходят внеочередные парламентские выборы. Уже 8-е за последние 5 лет. Страна пытается выйти из затяжного политического кризиса и череды нестабильных коалиций. Главный фаворит — бывший президент Румен Радев, который покинул пост в январе, чтобы вернуться в политику уже в роли партийного лидера. Его сила, по данным опросов, может получить около 35% голосов, что делает ее крупнейшей, но не гарантирует большинства. Кампания строилась на обещаниях стабильности, борьбе с коррупцией и перезапуске политической системы. При этом Радев занимает более сдержанную позицию по отношению к военной поддержке Украины и выступает за прагматичные отношения с Россией. Выборы проходят на фоне глубокого разочарования избирателей. С 2021 года Болгария пережила серию досрочных выборов. Парламент не может сформировать устойчивое большинство, а правительства распадаются в течение месяцев. По данным европейских институтов и международных наблюдателей, ключевыми проблемами остаются коррупция, слабость судебной системы и зависимость политики от олигархических групп. Итоги голосования определят, сможет ли страна наконец выйти из режима постоянных выборов или политическая турбулентность продолжится. В Пекине прошел необычный полумарафон, в котором впервые наравне с людьми бежали более 100 человекоподобных роботов. Мероприятие стало демонстрацией стремительного развития китайской робототехники. Организаторы отмечают, по сравнению с прошлым годом число участников выросло в несколько раз, а уровень автономности заметно повысился. В этом году снова произошло качественное улучшение в стандартах, в возможностях участвующих команд, а также в широте и глубине академического участия. Все это значительно улучшилось. Особенно быстро вырос технический уровень. Это подчеркивает улучшение и прогресс наших возможностей в индустрии робототехники. Почти половина машин уже не управлялась дистанционно, а самостоятельно ориентировалась на трассе. Победителем стал робот, разработанный компанией Honor. Он преодолел дистанцию в 21 километр за 5-10 минут 26 секунд
Результат, сопоставимый с профессиональными легкоатлетами и значительно быстрее прошлогоднего времени, когда лучший робот финишировал за 2 часа 40 минут. Мы из команды Honor Kitian Dasheng, и сегодня для нас большая честь занять первое место в соревновании. За этим результатом стоит вклад и упорная работа всей нашей команды. Мы начали полноценную подготовку к этому проекту только в прошлом году, опираясь на перенос технологических возможностей с наших мобильных устройств. Роботы и более 12 тысяч участников бежали по параллельным дорожкам, чтобы исключить столкновение. В прошлом году дебют забега сопровождался сбоями и массовыми сходами с дистанции. Сейчас же несколько роботов шли в темпе, который местами опережал элитных спортсменов-людей более чем на 10 минут. Китайские власти последовательно развивают сектор гуманоидной робототехники через субсидии, инфраструктурные программы и поддержку частных компаний. Я думаю, это очень инновационно. Это только второе проведение этого робототехнического марафона. В прошлом году многие люди не знали о таких соревнованиях. Кто-то видел короткие видео в интернете, где показывали этих роботов, и люди смотрели не столько на их возможности, сколько на их забавность. Тогда технология еще не была зрелой. И во время марафона многие роботы теряли руки или ноги или сталкивались с проблемами аккумуляторов. Эти роботы представляют относительно передовое направление развития искусственного интеллекта. Я думаю, это действительно очень хорошо, но насколько быстро будет происходить развитие, пока не ясно. Сейчас это выглядит многообещающе, но все еще есть разрыв по сравнению с тем, что люди себе представляют. Эксперты отмечают, что такие демонстрации выходят за рамки спорта. Речь идет о тестировании технологий, которые в перспективе могут использоваться в промышленности, логистике и потенциально в военных сценариях. Около 1000 велосипедистов проехали по центру Лондона в рамках Tweetrun 2026 в твидовых костюмах и на старинных велосипедах типа Penny Farthing с огромным передним колесом. Велосипед так назвали по аналогии с 2 монетами, которыми пользовались в Великобритании до перехода на десятичную финансовую систему. С самой маленькой Фартинга и побольше Penny. Это называется твидовый заезд. И вся идея в том, что мы любим одежду из твида, но еще больше мы любим велосипеды. И нам нравится сочетание. Ехать по Лондону на велосипедах в твиде, немного мешать движению, останавливать трафик и говорить: смотрите, мы любим велосипеды и любим хорошо выглядеть. Да, поэтому это и называется твитран. Даже со стороны автомобилистов мы получаем много сигналов, они нас подбадривают. Люди останавливаются, достают телефоны и просто снимают. Это настоящее зрелище. Большое, яркое зрелище. Праздник. Маршрут протяженностью около 15 миль пролегал через центр города, где колонна медленно лавировала между современным трафиком, привлекая внимание туристов и прохожих. Организаторы отмечают, что число участников растет из года в год, превращая историческую стилизацию в устойчивую городскую традицию. Ну, это британская эксцентричность в ее лучшем виде, не так ли? Это настоящее море твида и чудаков. Ну, это был старый ведьмин парик, и я подумала, что добавлю немного вдохновения в стиле Бриджертон для этого замечательного события — Tweetrun. Я думаю, это что-то эксцентричное, немного необычное. Да, здесь это всегда приветствуется, здесь все друзья. Это отличное мероприятие, и люди объединяются. За эти годы я познакомилась со многими друзьями, так что это прекрасно.